Привет всем! Сегодня у нас на обзоре Volkswagen Bora с легендарным мотором 1.8, который хотел каждый ваговод. Погнали! Данный автомобиль выпускался с 1998 года по 2005 год. Рестайлингов никаких не было. По дизайн уже как бы на сегодняшний год он устарел, но все-таки смотрится более-менее нормально. Здесь в оригинале должен быть значок. Здесь как бы решетка а-ля тюнинг и поставлены реснички. Так, в принципе, вот такой дизайн. Еще ставились туманки, но это уже от комплектации. Кузов. Кузов говорят, что он оцинкованный, он не гниет, но это неправда. Он частично оцинкованный, и если за ним смотреть, то да, он еще как бы до наших лет он дослужил, как бы, и более-менее целый. Если не следить, допустим, вот забивается грязь здесь под подкрылком, и сразу вот этот кусочек крыла, он сгнивает, и его приходится вырезать и менять. Так же самое по аркам, если где-то скол какой-то есть, оно со временем начнет ржаветь. То есть эта оцинковка вам не поможет. Если сразу не заделать, то ну. А так, в принципе, кузов еще живой. Ну, у нас экземпляр чуть-чуть побитый тут, ну, жизнью, но он повидал больше, наверное, чем вы в своей жизни. Итак, по моторам. Здесь установлены легендарные, как я говорил, ну как легендарные, ну все фанаты Volkswagen и ваговодов этот мотор знают. Этот мотор 1.8 турбо на 150 кобыл в стоке, но у него большой потенциал и можно его раздуть и до 200 прошивкой, грубо говоря. Плюс там меняется турбина, уже можно и 300 получить. Ну, короче, этот мотор, блок у него чугунный, из-за этого он выдерживает хорошие нагрузки и он по сути не капризный. Смотреть за картерными газами, вот этой системой, и менять масло, и как бы он вам прослужит очень долго. Плюс на этот мотор можно поставить газик и кататься дешево. А на Бору ставились как 1.6 обычные бензиновые, дизельные 1.9. Ну, линейка очень большая в этих Volkswagen, и ставилась она здесь очень много. 1.6 он как бы едет, там 102 лошадки, он обычный тоже как бы без турбины, обычный впрыск. Он служит долго, но со временем он начинает подъедать масло. Ну а так, в принципе, по моторам все надежно. Ставился тут обычная коробка передач на 5 ступеней и был еще автомат. Обычный не DSG на 5 ступеней. По надежности, в принципе, очень хороший агрегат. Ходовка здесь обычный Макферсон впереди, сзади балка и больше ничего. Тут по сути по ходовке тут чинить, ну, нету рычагов, не ломается ничего. Ну да, не так мягко как бы, но она сбита и это придает скорости. По салону здесь, в принципе, все просто. Volkswagen VAG группы, грубо говоря, нету такого космического дизайна. Все просто, все интуитивно понятно. Здесь у нас комплектация как бы не самая простая, то есть деревянные вставочки, раньше это было модно. Здесь у нас есть даже подстаканник, он такой спрятанный, прикольная штучка. Подогревы сидений, климат-контроль, тут уже не штатная магнитола с экраном. Здесь стеклоподъемники у нас, грубо говоря, переключатель света, подсветка яркости. Здесь у нас бортовой компьютер, маленький там экранчик. Ну, есть большие экранчики, но это все-таки от комплектации зависит. Здесь у нас бардачок, довольно, он не глубокий, но он как бы есть. И здесь даже есть места под стаканчик. То есть у вас раз стаканчик можно поставить, там стаканчик можно поставить. Здесь у нас люк. Люк, конечно, на старых вагах это такое себе удовольствие, потому что он то протекает, то не работает. Но если его почистить и чистить
сливные отверстия, вот эти трубочки, то в принципе у вас геморроя с ним не будет. Здесь у нас зеркало еще есть с автозатемнением. Ну и в принципе, ну это как бы не самая жлобская комплектация. Здесь, правда, чехлы одеты, но сиденья тут красивые. То есть не обычные, тут типа как под VAG Sport, как на третьем гольфе. И здесь у нас пепельница, ручник, коробка. Ну, больше ничего такого интересного здесь нету. Посадка. Посадка, в принципе, как бы очень удобно. Места тут довольно, ну, многовато, я сказал бы. Не многовато, но хватает. Сзади, конечно, будет сейчас поменьше места, потому что это, грубо говоря, 4-й гольф, только в седане. То есть и база у него PQ25, это она как бы, ну, она маленькая. Сзади места маловато. Перейдем на задний ряд, и я вам покажу, что сзади есть. Итак, задний ряд, как я и говорил, здесь места не особо много. Я сижу сам за собой, и уже как бы ноги, ну, они не упираются, ну, почти упираются. То есть, как бы водителю пока не достаю до спины, не нажимаю, но все-таки места тут очень маловато. Здесь, как вы видите, тоже мало. Из комфорта здесь у нас есть тоже подстаканники, они так спрятаны. Не все знают, что они у вас есть, но они здесь есть. Здесь у нас пепельница. Здесь у нас опускался подлокотник, но из-за того, что тут чехлы, он уже не опускается. Есть подсветочка, как бы стеклоподъемники, динамик, все. Больше сзади ничего нету. И по потолку, как бы он уже вам давит в голову. И на дальняк, если на каких-то кочках ездить, то будет не очень приятно вам. Так, перейдем к багажнику. Открывается багажник у нас более-менее легко, из-за того, что у нас есть газовые упоры. Багажник, он в принципе похожий как в гольфе, только чуть-чуть он глубже. То есть холодильники вы уже тут не повозите, как в хэтчбеках, но все-таки он глубокий. Здесь стоит САП. Внизу у нас полноразмерная запаска. Из-за САПа мы, конечно, ее не посмотрим. Но все-таки багажник тут есть, он как бы хороший и вместительный. Здесь у нас под химию, здесь у нас аптечка, карманчик открывается. И, в принципе, все. Как бы больше на этом заострять внимание нет. Ну и здесь вот у нас знак аварийный, спрятанный и не мешает. Итак, сидя за рулем, ты не чувствуешь себя каким-то ущемленным. 150 лошадей дают себе знать. Как бы, только мы нажимаем на педаль газа, сразу идет как бы ускорение. С 2000 2,5 начинает работать турбина, и прирост скорости уже сразу чувствуется. Ну, чуть-чуть сжимает седуху, но не так, как хотелось бы. Но если брать, допустим, 1.6 мотор, то там просто ездить. Там типа экономно, но и то, эти 1.6 моторы, они хавают примерно 10 литров по городу, а газа может и больше. Здесь, в принципе, по городу, если спокойно ездить, он ест где-то 12, ну, портовой компьютер показывает 12-13. Зимой может, ну, 13 будет. Но за счет того, что у вас будет газ стоять, то будет, в принципе, нормально. По управляемости, в принципе, отзывчивая. Как бы ничего нельзя сказать. На вот этих 17 колесах, конечно, дубовато. Она жесткая, комфорт есть, но минимальный. Тут больше как бы типа спорт. То есть как бы молодому пацанчику это пойдет. По трассе, если не топить, а спокойно себе ехать, там 120, допустим, то будет 7-7,5 литра, что для этого автомобиля как бы очень-очень хорошо. И плюс в том, что 150 лошадей, вы на трассе сможете любую фуру обогнать даже, ну, не выжимая все соки из машины. Это плюсы. Минуса — это если вы найдете убитый этот мотор,
особенно с турбиной, то вы попадаете на ремонт турбины. А ремонт турбины как бы всегда дорого. То есть готовьте деньги, турбина это не очень дешево. А так, в принципе, если его обслуживать, заливать масло, как бы мотор вообще не капризный. Плюс ставим газ и ездим экономно. Потери мощности, ну, может там доли секунды, если разгонять до сотки, там именно смотреть цифры, то может на газу чуть-чуть меньше будет цифра, точнее больше. А так, в принципе, разницы вы не почувствуете. По паспорту эта машина едет с механической коробкой 8,9 до сотки. Ну, года идут, и как бы вряд ли, что она сейчас покажет эти цифры, но стабильные, допустим, 10 секунд, это точно будет. И сейчас даже вот мы едем 90, вжимаем педаль, и скорость набирает очень плавно и быстро. А по ходовой, за счет колес низкопрофильных 17-х, она как бы держит дорогу, но смотря какие у вас будут колеса. Но вот 17-е низкопрофильные дорогу держат хорошо и в принципе едет очень комфортно. По плохой дороге, конечно, да, будет чувствоваться пробои, но по трассе эта машина идеально себя чувствует. Если машина не разбиралась, у вас в салоне, допустим, менялась печка, еще что-то, у вас в салоне очень тихо, шумоизоляция достойная как бы для этого автомобиля, это гольф класса, грубо говоря, авто, но по ходовке и по шумке машина отличная. Рассказывать что-то больше, в принципе, тут нечего, это тот же самый 4-й гольф, только в седане. Обслуживание. Обслуживание у нас, в принципе, относительно недорогое, как бы не так, как в Ланосе будет дешевле, но все-таки не так цены кусаются. Но если вы возьмете 1.8 мотор, то готовьтесь, у вас будут другие тормоза, 288, там колодки уже чуть подороже, чем на 1.6, потому что на 1.6 там меньше тормоза, и они как бы дешевле. Так, по сути, по ходовке, ходовка одинаковая, и по ценнику примерно, ну, чуть дороже Ланоса обойдется. Если вы хотите динамику и какой-то эмоции, то надо искать 1.8. Есть еще, в принципе, 1.9 дизеля. Там есть разные модификации моторами именно по лошадям. Есть максимально это 130 кобыл. И, в принципе, дизель на 130 кобыл как бы почти наравне едет с 1.8 турбо. Но этот мотор можно, в принципе, легко чипануть. Сначала мы просто накидываем чип-тюнинг, ну, программную, и можно добить 150, где-то 180, 190 лошадей. Дальше там какие-то форсуночки и до 200. Если там уже хотите больше, ну, это уже надо менять турбину, но все-таки максимум, что можно выжать, это, ну, как выжать, можно выжать много, но 300 лошадей и не больше, потому что передний привод, и как бы вы со старта не зацепитесь. Может там на скорости, то в принципе да, можно делать и под 400, но это уже денег будет очень много. Ну, для города, так если вы хотите 0-100, то максимум 300, потому что никакая резина вас не спасет, чтобы вы зацепились нормально. Так, для кого этот автомобиль подойдет? Для тех, кому в принципе надо от точки А до точки Б доехать с более-менее комфортом, либо ты молодой студент, и ты хочешь первую машину выбираешь, как бы тоже машина хорошая, если она даже на этом моторе будет, то она еще даже даст эмоции, как бы, но жалко будет ее убивать, потому что ты будешь учиться ездить, ну, тут уже такое. И за этот бюджет, в принципе, как по городу рабочие моменты делать, это, ну, экономно и бюджетно, грубо говоря. Если вы будете выбирать, допустим, машину, то выбирайте лучше без люка. Конечно, понты понтами, но вы потом будете как бы мучиться с провисшей крышей, потому что он будет протекать, и у вас этот слой тряпочки, этой обшивки начнет провисать. И потом как бы это или подклеивать его, снимать полностью потолок, ну, если вы умеете, либо сдавать это все на СТО, и на СТО это все делать, но это все деньги упирается. Либо покупать новый потолок, но если вы у себя в городе не найдете, захотите где-то почтой отправлять, и посчитайте, сколько это будет доставка, потому что этот потолок очень хрупкий, его будет стабильно упаковывать какой-то деревянный каркас, и за доставку вы заплатите плюс еще потолок.
И надо ли вам это гемор, вы сами уже решайте. На этом все. В принципе, хорошая машина для начинающих. Она как бы и в цене не особо дорогая, ну и как бы по ремонту и по всему она не требует денег. И мотор 1.8, он дарит эмоции, и как для первой машины это будет очень хорошее начинание. Спасибо всем, кто посмотрел мое видео. Ставим лайки, подписываемся и всем пока.